Можно сделать полноценный третий этаж при желании. Что, почти еще одна квартира. Гараж утеплен. Это 693 тысячи злотых. Насколько большая жилая комната снизу. Есть даже проект, как сделать из этой квартиры большой несколько микроквартир. Чуть ли не за забором. Детский садик. Школа тоже пешком. Вот это спальня. Хорошая. Почти 50 квадратных метров. Значит так, прошлое видео про недвижимость во Вроцлаве мы старались с Ильей, снимали, а нам все в комментариях написали, что объекты какая-то фигня. Ну, может быть, ладно. Хотя их, по-моему, уже большинство раскупили. Но не беда. Илья позвонил мне и сказал, что нашел классные объекты, которые мы сейчас поедем и снимем, и вновь вам все покажем. Поехали. Привет. Привет. Это я так подводочку снял, как будто мы с тобой еще не виделись. Не виделись, да. А вот эти 4 дома? Да, у нас 4 дома уже готовые, буквально возле самых границ Вроцлава, 800 метров до знака первого Вроцлав. Выезд с Альташина, улица Грота Равицкего, буквально здесь рядышком. 4 готовых дома, уже сданы в эксплуатацию, можно заезжать, покупать и сразу делать ремонт. Это Снежка, да? Сленжа и Снежка тут за деревом, да? В тумане проверить. И закат тоже вот в сторону, да? Да. Короче, мы решили пойти сразу смотреть дальний от дороги сегмент. И я думаю, это будет поинтереснее. Так, стой, Илья, сюда нас ведешь? Да, давай пройдем в крайний у нас сегмент. 122 квадрата у нас. Это уже с гаражом площадь. Да, заходим, смотрим. Сразу у нас при входе первый санузел. Кстати, не маленький санузел, хороший. Да. Тут и душевая станет. Вот. И такое хозяйственное помещение. У нас тут станет помпа тепла, мы ее уже видим. То есть это будет такое помещение, которое всегда в хозяйстве нужно, да, где швабру поставить, пылесос. Большая вот. Да, большая прихожая. Тут и шкаф станет для обуви. Большой шкаф. И выход у нас в гараж, да. Ассистент Дмитрий. Погнали. Работает. Гараж достаточно глубокий. Сюда становится вот эта вот машина. Она не маленькая, длинная, и она заходит сюда полностью. И также использовали вот это вот место, да, это лестница у нас на второй этаж. Ее прикольно использовали, это место туда под какое-то хранение. Заехал сюда? А вот не знаю. Подожди. Слушай, а ты... Я 1,90 м. А вот подойди лучше под вход. Там самая низкая точка. Слушай, я с кофром бы не заехал, да? Ну вот, придется снимать кофе. Но тут смотрим, у нас тут целых 2 места дополнительных на парковку. То есть, по сути, на 3 машины можно делать. Да. Гараж утепленный, вот можно тут видеть, кстати. Гараж утеплен, и по лестнице тоже у нас идет утепление. То есть у нас отрезается холодное от теплого помещения. Заходим, и у нас огромный салон с кухней. Кухня у нас запланирована вот здесь. Да, и окошко у нас идет на... Кстати, это крутая тема, я уже знаю. Но вот будет неудобно, видишь, ты здесь. Я бы здесь сделал какие-то вот такие подъемы. Ага, я тебя понял. Слушай, если честно, я вообще не понимаю, почему не сделали нормально. Большое? Ну, вопрос... Тут у нас достаточно большое окно, раздвижное. Такой схемы интересные. Кстати, окна все швейцарские. Очень хорошо отрезают, хорошая звукоизоляция. Давай откроем и ролетку, посмотрим, что у нас там на огороде. Это второй по размеру огорода для этой инвестиции, самый большой он ближе к дороге, а сюда он более такой укромный, да? Укромно типа спрятанный. Спрятанный, да. И достаточно немаленький по размеру. Тут очень большой плюс, очень адекватные соседи. Тут ездили там копарки, как их там, экскаваторы, да, они разрешили тут подъезжать, делать все, что хотите, только оставьте за собой как бы порядочек. Видим, что набело уже все сделано, и это вот добавляет ощущение готовности дома, и как-то приятно это все дело даже смотреть. Хотя вот по сути это копеечное решение, это грунтовка по сути белая.
Решение копеечное, не знаю, почему все застройщики так не делают, намного приятнее смотреть на объект. И вот еще раз давайте обратим внимание, насколько большая жилая комната снизу. 35 квадратных метров, у нас еще тут такой есть прикольный домик для детей. Я думаю, мне бы в мои 5-6 лет можно было бы с ума сойти. Я в том только и жил. Ну что, поднимемся, наверное, на второй этаж, посмотрим, что у нас там. А там у нас 4 отдельных комнаты, не маленького размера. Самая маленькая 10 квадратных метров. И мастер-спальня 14,5 квадратных метров. И огромная ванная комната с собственным окном. Ну что? Окно в ванной, да. Вот с крайних сегментах у нас окна идут с ванной. Окна с ванной комплектом. Хорошо, утром всегда у тебя, кстати, это солнечная утренняя сторона. Да, потому что закат там, и ты выходишь в ванну, и утром... Но этот бонус только в крайних сегментах, которые чуть подороже, а средние сегменты, к сожалению, у нас окно без ванны. Блин, вот это спальня. Хорошая, мне тоже нравится. Есть небольшие скосики, но вот Дима у нас человек не маленького роста. Ну, короче, это не те места, где они могут напрягать. Да. То есть, даже если здесь стоит тумбочка или стол, то я встаю вот из-за стола. Спокойно. Да. Но тут мне нравится, что еще от кровати до стены, тут еще там шкаф и кровать. И тут еще реально можно стол ставить. Да, комната классная. Это у нас самая большая комната была, но остальные, опять же, они не маленькие ни разу. Подожди, а сколько еще раз, квадратура общая дома? 122 квадратных метра. Большое. Ну, давай немножко отнимем на гараж, потому что гараж у нас там около 17, что ли, квадратных метров. Ну, в любом случае, жилая площадь дома больше 100 квадратных метров. Ох, как нам солнышко помогло сегодня, да? Ну и тоже то, что погрунтовано, все равно светлая стена, но отражает. Добавляет пространство, да. И товарный вид сразу такое. Абсолютно. Настроение. Ну и вот 4-я наша спальня. Ну, как видим, все комнаты хорошего размера, классного. Да, ну это боль современной недвижимости, конечно. Когда двое и больше детей, вот эти комнатки, вот эти. Да. И у кого много детей, но хочется кабинет свой, ну вот, по-моему, прекрасная комната на кабинет. Ну да, это еще, причем уже по совместительству кабинет и гостевая для родителей. Вполне, да, вполне тут место. Ставишь еще раскладной диван, и я бы так, кабинет. Мечта. Есть у нас еще небольшой выход. Выход-то нормальный, небольшое поддашье есть. Но там в полный рост стать можно только посередине и, наверное, не с Диминым ростом. То есть это чисто техническое. Да, для хранения. Кстати, давайте все-таки покажу вам. Потому что не все застройщики так делают, но тут все это пространство уже укрыто ОСБ плитой. Утеплено и укрыто ОСБ плитой. Хорошее место для хранения, но я сейчас покажу по размеру. Вот я стою, то есть все. Выше уже не будет. Так, ну что, сколько это счастье стоит, Илья, рассказывай. Вот домик, который мы с тобой только что смотрели, стоит конкретно этот, 1 176 000. Самый дешевый сегмент у нас вот через один сегмент от нас, 1 071 000. Но мы видим, что тут огрудок совсем небольшой, но там 2 паркоместа для автомобиля. Поэтому можно выбирать или большой огрудок, или тебе, может, надо 3 машины ставить. Вот. И самый дешевый у нас 1 071 000, и самый дорогой 1 190 000. А разрешение? Разрешения здесь не надо. Эти дома продаются как квартиры. Чуть не сказал квартиры, потому что по факту они и есть квартиры. То есть не нужно разрешение. И для банка иногда очень важно, чтобы было именно написано «локал мешкальный», а не «дом». Так проще получить кредит.
Чтобы вы понимали, просто в комментариях еще люди писали, не все до конца понимают, что за разрешение для иностранцев. Если ты иностранец, в Польше землю купить можно только с разрешением МВД. Вот, но эти дома, то есть это же, ну, как это звучит, типа, оформлен дом как квартира. Это же не схема какая-то, это же официальная... Не-не-не, это абсолютно официальная вещь, просто оформляется в правильный способ. Правильным методом оформляется, и это чисто обычная квартира по документам идет. Все понятно. Короче, да, для иностранцев не нужно. И там еще может быть какая-то тема с дорогой, да? Да, большая проблема вообще для покупки. Не то чтобы огромная проблема, можно все решать, но лучше, когда вот так намного проще, облегчается жизнь. Ну и дешевле получается там. Ну, соответственно, тебе не надо тратить ни время, ни деньги на оформление этого разрешения. Хотя оно стоит там 4000 злотых. Ну тоже, блин, Ну, кстати, да, тоже 1000 долларов. 1000 евро, да. Ну, относительно всей цены дома, как бы, вроде как не особо. Делаю экстренное включение, потому что забыл сказать Диме важную информацию о домах, которые мы снимали в прошлом ролике. Если вдруг не смотрели наш первый ролик с Димой, обязательно перейдите пару видео выше и посмотрите, о чем мы там рассказывали. Дома в Граблицах, Шерегувочки, если помните, 70 квадратных метров. Сейчас есть супер акция 577 тысяч злотых, то есть там скидка больше 50 тысяч злотых. Осталось 2 домика по такой цене. Посмотрите ролик, посмотрите, что за дома, и, как по мне, предложение просто супер, обратите свое внимание. А что ты говоришь в среднем, что тут такого уникального? Тут прикольный огрудочек, он так немножко отделен стеной, такая приватность создается, и дом сам по себе по стоимости дешевле, чем тот, который мы смотрели. Давай глянем еще. Кстати, заодно посмотрим, как выглядит средний сегмент за счет того, что тут нет окна на кухне. А подожди, тут меньше квадратура? Нет, квадратура та же. Вот видишь, сразу света меньше и кажется, что квадратура меньше. Тут нет одного окна, а квадраты абсолютно такие же. Ага. Вот. И посмотрим, вот такую тут съемочная студия. Офис, кто-то уже офис себе замутил. Тут типа вот это... И получается, если делать тут терраску, то она от соседей немножко так отгорожена. Ну, от этих нет. А от этих нет, ну, естественно. Ну, такая жизнь. Захотели от всех соседей оградиться. Наверх не идем, там то же самое, да? То же самое, единственное, что нету в санузле окна. Ага. Едем на второй объект. Приехали на второй объект. Вот он. Пойдем смотреть, еще строится. Контакт Ильи вы найдете в нашем телеграм-канале, в закрепленном посте, а также в нашей телеге мы собираем огромное количество полезной информации для переезда, жизни в Польше, скидки, всякие рекомендации, хорошие классные места и так далее. Короче, ну, просто приходите, посмотрите, много чего полезного, плюс общение. Ссылочка в описании. Так, это что такое за чудо? Да, вид у нас тут совсем уже не такой инстаграмный, как там. У нас процесс стройки идет, дом Шереговец в Свентой-Катажине. И давай, наверное, сразу начну с того, почему мне очень нравится эта инвестиция. Это вот само расположение. Мы в Свентой-Катажине, как я уже сказал, это очень недалеко от Вроцлава находится. И тут вся инфраструктура прям под рукой. Мы проезжали только что вот Бедронка, буквально 200 метров. В предшколе у нас чуть ли не за забором, детский садик. Школа тоже пешком. ЖД-станция, от которой до центра Вроцлава там меньше 10 минут поездом до главного вокзала. Все вот буквально рядышком. А вон наша операторская работа. Наша большая команда кинематографичная делает для вас контент. Кстати, вот то, что сейчас Илья сказал, это как раз для тех комментаторов из прошлого видео про недвижимость во Вроцлаве, которые писали, типа, дом стоит в поле кукурузном, типа, вы еще прикалываетесь, нафига вы мне такое показываете? Дима, тут дом уже продан. Да, ты говорил, я уже тоже сказал, что кому-то вот просто, понимаете, люди, все, но надо же помнить, что кому-то шум окей, кому-то шум не окей. Кому-то нужна бедронка вот за углом, а кому-то нафиг нужен дом в кукурузе. Мы разные все. Мы просто показываем, что есть. И каждый для себя там уже будет определяться. Ну, Дима, для справедливости я хочу сделать комплимент твоим подписчикам. Супер адекватные люди. Уже есть пару сделок от твоих подписчиков. Люди обращались, пока это только аренда. Надеюсь, что мы скоро будем покупать с вами жилье. Но люди прям заиньки, прям пусечки, прям вообще. Вот приют адекватности полностью оправдывает свое название. Подождите, душ из меда сейчас. Боже, ну реально спасибо вам, ребята. Вы,
блин, ну круто же, где есть место, где собираются адекватные люди, блин. В этом мире столько всего странного и стрёмного, поэтому давайте все И объединяемся. когда обращаются Адимы, прям радостно на душе. Люди понимают, что хотят, люди абсолютно адекватно относятся к своему запросу, и прям одно удовольствие сотрудничать. Поэтому... То же самое вот и с людьми, с которыми мы сотрудничаем. И рекомендуем контакты тоже. И тебе спасибо большое. Так что... Давай еще и руки друг другу пожмем. Да. Короче, все друг друга похвалили. Никто не похвалил, сами себя похвалили. Все, Давайте сейчас немножко про инвестицию. Там у нас ложат крышу, Ага. поэтому в дальний сегмент мы не пойдем. Вообще у нас дом шереговец. Да. То есть это несколько домов, срощенных между собой. Первый сегмент разделен на две квартиры. На нижнем уровне и на верхнем уровне. Это две трехкомнатные квартиры будут. А дальше идут отдельные дома, отдельные дома сейчас опять накидают, отдельные сегменты, да, то есть у тебя и первый, и второй этаж, и плюс вот хорошо отсюда видно, какое поддашье, чердак. Там минимальная высота на чердаке, вот возле самой стойки, возле самой стойки самая минимальная высота на чердаке 1,80 м. То есть там можно сделать полноценный третий этаж при желании. Очень высокий этаж, и там можно спокойно достраивать себе что-то порядка 30-36 даже квадратных метров. Первый сегмент наш, у нас вход в в нижнюю квартиру здесь, а в верхнюю квартиру там. То есть отдельные входы, вы с соседями не взаимодействуете. Ага. Все, у нас отдельный ход. Тут придется нам немножко включить фантазию, потому что стенок еще нет от слова совсем. Но будем с вами развивать этот навык, фантазировать. Строим стенки. Первый у нас здесь при входе. Мы как зашли, так и правильно, так и будет вход. Здесь у нас будет хозпомещение. Ага. То есть тут тоже будет стоять помпа тепла и там домик для пылесоса. И вот так и где-то примерно так вот стена. Вот где-то вот так вот будет стена. И отсюда мы будем заходить в большой 20... не помню сколько квадратных метров, 27 что ли квадратных метров. А ты общую, извини, я просто... Ты общую озвучил уже. 58 метров квадратных вот эта квартира. Одноэтажная. Одноэтажная. Все, понял. И 63 сверху. чуть Ага, больше. все, окей, да, давай дальше. 58 квадратных метров, салон с кухней и выходом на огрудок. Понятно, у нас огрудки пока еще, в таком состоянии. Здесь, конечно, будет все ровненько, здесь все будет аккуратно сделано. Ну, понятно, сейчас Огрудок не глубокий, тут 4 метра по глубине до забора, но 12 метров в длину. То есть там 4 на 12, почти 50 квадратных метров, 48 квадратных. А вот это что? Это у нас санузел. Вот здесь. Тут санузлы, все. Вот мы только что прошли сквозь стену, и это у нас уже санузел с окном. И это у нас идут коммуникации на санузел. Понятно. Заходим снова в коридорчик, который будет у нас соединять наши комнаты. Здесь у нас первая спальня, 10 квадратных метров. И, наверное, сразу и во вторую спальню зайдем. Тут у нас 14,5 квадратных метров спальни. То есть достаточно... Вот как... Так, кто мы там? 14,5 квадратных метров — это по размеру, как в том доме, который мы только что смотрели, та большая комната. Вот она такого же размера будет. Ага. То есть хорошая большая спальня, хорошей формы, хорошего размера. Такая вот квартира. Стоимость сейчас скажем или попозже? Да давай. По стоимости 609 тысяч злотых. Эта квартира 58 квадратных метров. 609 тысяч. 609 тысяч. Прикольно. То есть самое хорошее здесь это вот локализация. Инфраструктура, быстрый доезд до города на машине доехать можно 3 путями разными. Равноудаленными, можно сказать. То есть, если где-то есть пробка, можно найти путь себе без пробок. И остановка сразу у нас напротив нашего оси. Ага, тут дорога есть, но объект утопленный, да, чуть-чуть в сторону, поэтому я не думаю, что будет. Ее тут не слышно, воробьи громче тут работают. Да, кстати, да. Ну что, поднимемся на вторую? Давай на вторую глянем. У нас, собственно, лестница. Ага. Ой. Лестницы по всему дому уже будут. То есть бетонные лестницы и в тех сегментах, и в этих уже будут.
собственная лестница и поднимаемся чуть больше квартиры на пару квадратных метров за счет того, что эта вот лестница съедает у нас немножко пространства на нижнем этаже и видим сразу вот это пространство сверху. Так, вот столько у нас пространства над головой. И вот такой вот маленький Дима получается на фоне этой большой квартиры. А тут 63, да? Тут 63 квадрата, и дополнительно в большой спальне у нас есть еще одно окно. То есть с двух сторон, там, я не знаю, можно гардеробчик какой-то оформить себе. Это супер необычная планировка, то есть отдельная лестница в квартиру. И прихожая вот здесь будет оформлена как-то, да? Тут точно будет санузел, а что они будут делать с техническим помещением, надо глянуть по проекту. Но по идее оно будет вот здесь вот спрятано, вот где-то здесь. Здесь можно сделать себе лестницу и сделать дополнительное вот столько вот мест. А, подожди, так это вот это вторая квартира. Это по сути ты можешь сделать 100-метровую квартиру из этой. То есть, если ты сделаешь себе поддашье, то тут будет 100 квадратных метров. По состоянию в момент сдачи этого дома он будет точно такой же, как тот, который только что мы смотрели. То есть белые стены, на поддашье будет уже уложена ОСБ-плита. Единственное, нужно будет утеплить там саму крышу, ну и зашить стены. Так я смотрю, там балки примерно со мной ростом. 1,80 м. Самая низкая 1,80 м. И так, там считать, почти еще одна квартира. Ну вот это и есть прикол вот этой вот именно верхней квартиры, что тут можно сделать себе целый дом, по сути. Денег, конечно, будет, лють, но... Да, это правда. Но возможность прикольная. То есть, по сути, если у вас сейчас нету денег на то, чтобы сделать там себе второй этаж, то впоследствии, даже при перепродаже, это будет как бы большим плюсом, что можно сделать такое. А что по цене, сколько она стоит? Это 693 тысячи злотых. На 90, да, это за счет этой возможности. То есть тут всего лишь на 5 квадратных метров больше, но за счет возможности сделать себе двухэтажную большую квартиру. Вот минус такой странный балкон. В плане Он как бы и не... Он не то чтобы минус, он плюс. Это же балкон. Есть балкон 10-метровый. У вас нет своего огрудка, но есть большой балкон. Огрудка точно, да. Второй этаж. Да, здесь своего огрудка нет. Но балкон хотя бы, чисто с технической точки зрения, хотя бы там сушить белье, там хотя бы вот эти вещи. Ну, даже и так. Посидеть можно. Да и посидеть, но тут большой, хороший балкон. Вот хорошо, хотя бы туи стоят. Да, это правда. От соседа нас немножко спасают туи и воробьи. Вот я все смотрю на второй этаж. Кто у нас тут специалист по ремонтам? Уже все Да, смотрите, там получится что? Там будет, что пол будет? Пол будет. Нужно будет утеплить стены, утеплить потолок, поставить, естественно, окна в крыше. И зашить это все дело. Окна вырезать, да? Надо будет, да. Не хватит этих там. И квадратура какая? Сейчас скажу. Ну, приблизительно плюс-минус. 3 на 12, 36 квадратов. 36. А вот это помещение, которое вот от балок уже до углов, его можно как техническое будет использовать тоже, да? Ну, по идее, можно будет какие-то сделать такие сховки. Ага. Кто у нас специалист по ремонту? Давайте прикинуть, сколько? 4 на 12. 4 на 12. Просто интересно, сколько вот по деньгам нужно рассчитывать, чтобы понимать хотя бы примерно, сколько нужно там будет все там покрасить. Я вообще в этом не шарю. Кто шарит, пишите, давайте. Тут еще такая тема, что можно сдавать, тут есть даже проект, как сделать из этой квартиры большой несколько микроквартир. Инвестиционные. И сдавать как инвестиционно, потому что тут очень много работы вообще вокруг. В Сихнице, тут рядышком Сихнице, тут заводы недалеко, и сдавать такие микроапартаменты. Ну, так надо для этого развилку делать для второй санузел. Есть даже проект, как это сделать. У ребят, которые застройщики этого дома, есть даже проект на этот счет. Ну, это так. О, это что так? Это мало ли кто смотрит, как инвестиционную движуху, да? Да. Прикольно. Подожди, но уже санузел на второй не вынесешь, правильно? Там получается... Надо разговаривать вполне. И иногда выносятся санузлы на этаж. Ну, короче, интересно. Что думаете? Напишите, прикольно, так нестандартно, своя. Вот, смотрите, с улицы зашел, тут еще и крыша,
В общем, пишите свое мнение, интересно. Въезд в гараж. В принципе, некоторые люди отказываются от гаража Ага. и используют это пространство тоже под жилое помещение. Подожди, стоп. А что вот в этих двух квартирах? Что там с гаражом? Там не будет гаража. Ну, а место? Есть места, запланированы места перед домом на парковку. Просто, ну... Докупать не надо. А, Докупать не надо. короче, паркоместо есть? Есть. Все, а тут будет, а тут можно сделать гараж, либо ты хочешь сделать уже Да, квартиру? если не сильно нужен гараж, потому что очень многие люди при наличии гаража все равно его используют под склад велика. Подожди, а если гараж ты, не хочу делать, то тоже могу там поставить, да? Машину здесь нет. Только при въезде там. Потому что тут будет достаточно узкая дорога. Ну да, но будет ли тогда рассчитано, если все поотказываются от гаражей, будет ли там рассчитано вряд настолько? ли. Ну, ясно. Но я не думаю, что все откажутся от гаражей. Ну, ясно. Ладно, это такие детали. Короче, 105 квадратных метров. Здесь у нас гараж. С выходом на огрудок гараж. Как и в той квартире, сразу при входе у нас хозблок, а санузел здесь под лестницей. То есть тут санузел вряд ли будет с душем. Будет просто там... внизу. Да, на первом этаже будет просто такой базовые потребности. И большой-большой салон с кухней. Тоже с выходом на огрудок. И здесь будут использованы окна не раздвижные, как на той инвестиции, а распашные. Потому что, да, будет 3 створки, 2 из которых открываются, между ними не будет стойки. То есть будут такое большое пространство будет открываться. С той точки зрения, что все-таки достаточно тяжелые створки получается. Если сделать здесь 2 створки, то будет огромная створка, которую хрупкими женскими руками наших сильных женщин будет достаточно сложно открывать. Поэтому решили применять другое немножко решение. Ага, ну я смотрю, если гараж не сделать, то прям хоромы. Супер, гигантская такая, вилла какая-то. Прикольно. Слушай, ну тут даже если и гараж делать, тут места достаточно, да. А стропила вот эти, это которые поперечные, да? Знакомьтесь, Александр, да. Александр. Здрасте. Застройщик. А вот эти стропила, вот это поперечные, которые, они на сколько рассчитаны? Минимум на 100 килограмм на метр квадратный. Ага. С учетом... Поэтому без проблем, да, обживать их, делать жилой. Изначально мы сдаем как не ужитковое. Ну, в смысле, что можно переоборудовать без проблем. Поднялись на 2-й этаж, да, и 3-й можно сделать. Ну ладно, давайте остановимся пока на 2-м. То, как будет у нас сдаваться дом, это у нас 2 этажа. И тоже здесь 4 комнаты. Комнаты, опять же, не маленькие, нормальные. Минимальный размер комнаты 10 квадратных метров и спальня, которая побольше, 12 квадратных метров. 4 комнаты и санузел на 5 квадратов будет вот здесь находиться. Санузел. Эта вентиляция будет встроена там, уже в самом санузле. Балкона здесь нет, да? В этом домах. Ну тут терраса внизу. небольшой грудок, 4 метра в ширину и 10 метров в длину. Ага. Сосед обещал эту штуку разобрать, потому что Это самострой. Да. Это уберется. Ну, это тент какой-то, навес он себе временный сделал. Для нас не было. И что, сколько это? 899 тысяч. 900. 899? Скидка сколько? 40%? Ну, скажем так, что 40% конечно нет, но что-то можно немножко, да? Вот, застройщик нам говорит, что канализацию вверх без проблем выводится, поэтому все, кто тут у нас инвесторы и мутки, вопросы всякие решает, то это очень крутой вариант. Можно, то есть, сделать санузел и на 3-м. Ну да, на 3-й санузел, там все это разбивается и... Ну, в общем, думайте, кто у нас там бизнесмен. Так, ну давай подытожим, тут еще по техническим моментам. Что? Да, мы там не сказали ничего по технике, и тут давай сразу закроем вопрос. Значит, у нас подлагувка, то есть отопление по полу и там, и здесь.
помпа тепла и там, и здесь тепловой насос электрический. Пока центральная, не центральная канализация, а шамбо. И здесь, и там, но здесь со временем будет подключение 100%, там, скорее всего, тоже 90%, что туда дотянутся коммуникации, потому что сейчас все окольные деревушки подключают к центральной канализации. Фотовольтейка. Фотовольтаика, да. Тут хорошо поработали над крышей. Все коммуникации, все трубы, окошки перенесли на северную сторону. Южная сторона у нас осталась полностью свободна. И на каждый дом можно там до 8 киловатт фотовольтаики поставить. То есть, ну, так хорошо продумали этот момент. Ставишь фотовольтаику, и отопление тебе практически бесплатно будет. Разрешение. Разрешение. Спасибо за подсказочки. Здесь то же самое, как и на той инвестиции. Не нужно разрешение, квартиры продаются как квартиры. То есть твоя шерегувка продается просто как квартира. Как я и говорил, для кредита удобно, не надо разрешения. Покупаешь, живешь. Вопросы, замечания, предложения, планы по строительству, сметы, все в комментарии. И увидимся. Обещаем, что еще уже в прошлый раз написали, обещаем, что снимем объекты. Я сам хочу сходить посмотреть уже готовое с ремонтом. У Ильи еще есть много. Очень красивые квартиры. Скоро будет. Все будет. Так что подписываемся, пишем комментарии, увидимся в новых видео. Пока-пока. Пока.